Всем привет, друзья! Меня зовут Маша, я художник-портретист. Очень рада видеть вас на своем YouTube-канале. В этом видео я хочу попытаться нарисовать разные эмоции одного персонажа, а конкретнее главной героини сериала «В поисках Аляски». Мне попадались разные вырезки с ее участием в ТикТоке, и мне очень понравилась внешность актрисы, сыгравшей роль Аляски Янг, Кристины Фрозет, и мне захотелось ее нарисовать. А что из этого получилось, увидим в конце видео. Давайте начинать. В этот раз, как вы видите, я не особо много времени уделила проработке скетча, а быстро наметила основные черты лица. Также в этот раз мне захотелось отойти от моего привычного стиля и не размывать мазки, которые я наношу цветом. Сейчас мне больше по душе такой стиль. Хочу немного отдохнуть от реализма, так как он мне порядком надоел, а такая техника напоминает мне рисование гуашью. Мне захотелось нарисовать эти рисунки в разных цветовых гаммах. Если первая картинка более теплая, а вторая холоднее. Хотя эмоции на них противоположные. Первая более грустная, а вторая выглядит веселой и заинтересованной. Мне показалось, что если рисовать все в одних цветах, это будет слишком просто и не так интересно, а так я каждый раз подбирала новую палитру. Третья работа по цветам находится ближе к первой, но все равно можно увидеть небольшую разницу в сторону розового подтона кожи, когда в первом рисунке он более желтый. Многое зависело также от референсов, которые я использовала. Вы могли видеть, как они появлялись и исчезали из области холста, так как рисовать скетч мне намного проще, когда есть фотография рядом такого же размера, а уже заполнять цветом можно, пользуясь небольшим окошком с фотографией в углу. В конце работы пустое пространство я заполнила небольшой рокировкой рисунков, так как третья картинка более вытянута и хорошо вписалась справа. Также, чтобы добавить в работу стиль сериала, на фон разместила тетрадный листок. Думаю, он хорошо сюда вписался. Из всех трех этих рисунков мне, наверное, больше всего понравился самый первый. Я думаю, это из-за того, что когда я начинала его рисовать, я еще была полна силы и энтузиазма, а под конец работы уже немного устала. Но я рада, что довела эту работу до конца, хоть процесс выдался немного и более долгим, чем ожидалось. Статистика показывает, что данная работа заняла у меня 9 часов и 20 минут, но нужно учитывать, что Procreate считает только момент соприкосновения стилуса и экрана планшета, а значит, можно накинуть еще час, во время которого я проводила разного рода сравнения и пересмотры. Надеюсь, вам понравилось это видео. Как всегда, я очень жду ваше мнение в комментариях. У меня уже есть идея для следующего видео. Я хочу попробовать сделать туториал по рисованию губ, используя разные ракурсы. Мне кажется, это может быть полезно и интересно. Так что, если вам нравится эта идея, обязательно дайте мне знать в комментариях. Большое спасибо за просмотр. До новых встреч!